Ты занимаешься фотографией уже какое-то время и думаешь, как выйти на новый уровень? Сегодня я расскажу о том, как я впервые опубликовала в журнале и насколько просто это было сделать. Это мое первое видео на YouTube, и поэтому прежде чем приступить к теме, я бы хотела познакомиться и объяснить, почему я вообще решила об этом рассказать. Привет, меня зовут Даша Посмей. Я занимаюсь фэшн-фотографией и портретами на протяжении 4 лет. Вот это лишь малая часть того, что я успела наснимать за это время. Снимать я начала под руководством наставника, потом я ходила на курсы, потом я снимала, ходила, снимала, ходила, снимала, и в какой-то момент я поняла, что я зашла в тупик. Нужно было двигаться куда-то дальше, сделать какой-то прорыв, но я не знала, куда мне идти и что делать. Примерно в это же время я познакомилась с Катей, талантливой фотографиней, у которой на тот момент было уже более 20 публикаций в фото Vogue и несколько публикаций в журналах. Для меня это тогда казалось нереальным. Но мы начали общаться, я начала больше про это узнавать, и Катя предложила мне попробовать отправить свои фото в журнал. Но как это сделать? Как обычно, все оказалось предельно просто. В первую очередь регистрируемся на платформе Caviar. Это сайт, на котором собрано большое количество журналов, у которых в скором времени планируется новый выпуск, и им требуются фотографии. Далее ищем подходящие предложения при помощи фильтров. В зависимости от того, что вы снимаете, вам будет предложено несколько вариантов. Обязательно смотрим тему выпуска и мудборды, если они прикреплены. Мудборды являются визуальным вдохновением выпуска и дают четче понять, какие фотографии от вас ждут. При выборе журнала у вас есть два пути. Первый — найти подходящую тему под съемку, которая у вас уже есть. Я так поступила со своей первой публикацией, потому что у меня тогда как раз была съемка со стразами, а темой выпуска был блеск, и я решила, что все идеально совпало, и сразу же отправила. Также многие журналы делают выпуски на свободную тему, то есть без привязки к какому-то мудборду. Второй вариант — сделать съемку под тему выпуска. Для этого ищем интересующую нас тему и обязательно смотрим на дедлайн, чтобы оценить свои силы и успеть все снять и обработать, пока сабмишн не закрыли. Переходим ко второй части видео, где все становится чуть более личным, и я рассказываю вам, где вы можете накосячить, чтобы вы этого не сделали. Ну и вообще рассказываю несколько важных моментов. Первое. За публикации вам никто не платит. В некоторых случаях вы можете даже сами заплатить журналу, но я не советую это делать, особенно на начальных порах. Вы отправляете свои фото для того, чтобы их увидело большее количество людей. А еще, если у вас есть публикации в портфолио, то у вас автоматически появляется преимущество перед другими фотографами. Важный момент номер 2. Большая часть журналов берут от 4 до 10 фотографий, и охотнее берут те публикации, в которых рассказывается какая-нибудь история. Также многие требуют, чтобы в серии было несколько луков или несколько вариантов макияжа. Лучше и то, и другое. Короче, фото, которые вы отправляете, не должны быть слишком похожи друг на друга. Чем интереснее будет ваша визуальная история, тем больше вероятность, что их возьмут. Третье. Обязательно указывайте ссылки на вашу команду. Не поленитесь заранее узнать ссылки на сайты или инстаграмы ваших стилистов, визажистов, моделей и так далее. Если вы работаете с модельным агентством, обязательно нужно будет указать его название. Также некоторые журналы, в основном фэшн-журналы, требуют полный список одежды, обуви, аксессуаров и всего, что было на модели. Заранее уточните у стилиста, откуда они были взяты, что за бренд, как их подписать. В любом случае, все требования обычно подробно расписаны под сабмишином. Теперь давайте поговорим о том, как быстро одобрять публикацию. У меня такое интригующее название. Но сначала... Не то. Расскажу вам историю. У меня есть подруга Даша, она тоже фотографиня. В какой-то момент она решила тоже отправить свои снимки в журнал. И вот мы сидим в кафе, я ей рассказываю про этот сайт, и она такая: пойду отправлю прямо сейчас. Она рассылала их вообще во все подходящие журналы, пока в какой-то момент ей не выскочила ошибка. Пока она загружала очередной сабмишн, ей пришло сообщение о том, что эти фото больше нельзя предложить на публикацию, потому что они уже одобрены. Это произошло всего за 10 минут, я даже не успела съесть свою еду. И в итоге журнал Picton взял ее фото на обложку. Боже, я и так горжусь. В моем случае мне пришлось ждать где-то часа 2, но я его выгружала посреди ночи, уже с мыслями «будь что будет». И меня одобрили в журнал Archive. Фото мне нельзя было выкладывать около месяца, но я думаю, что оно того стоит. Теперь, когда я немного развеяла миф о публикациях, я надеюсь, что вам будет уже не так страшно предлагать свои фото в журналы, как было мне в самом начале. Со временем вы сможете повышать себе планку, а там, глядишь, и до лога дойдет. Я рада, если это видео было полезным. Если так, поставьте лайк, оставьте комментарий и подпишитесь на канал, ведь у меня есть что еще рассказать об индустрии фотографии. Всем удачи и спасибо за просмотр!